Низкий потолок сам по себе это достаточно субъективное понятие. Да, есть нормативы, которые учитывают освещение, влажность, нагрев, и, исходя из этих параметров, выдают цифры. Но больше всего меня интересует это удивительное чувство сдавленности, которое возникает, когда находишься в помещении с низким потолком. В жилой комнате, именно в жилой комнате, потому что если вы будете смотреть на концертные залы, подземные переходы, там действуют немножко другие законы. Поэтому именно в жилой комнате чувство этой самой сдавленности возникает тогда, когда человек рукой может докоснуться до потолка, когда он макушкой прямо-таки чувствует приближающийся потолок. На самом деле это самое чувство сдавленности, придавленности возникает тогда, когда наша внутренняя обезьянка чувствует, что она ограничена в движениях. Она не может свободно вскинуть руки наверх, подпрыгнуть с поднятыми руками, радостно отметив, например, поступление в институт, или потанцевать в центре комнаты. Мы можем не скакать и не танцевать, но если мы видим, что в этом помещении мы сделать это не сможем, то оцениваем это помещение как давящее. И где-то глубоко внутри мы скорее стремимся из этого помещения выбраться. Человеку комфортно ощущать примерно половину своего роста над своей головой. То есть, если вы, например, 1,60 м, то потолок 2,5 метра будет для вас ощущаться вполне комфортно. Но если вы, например, высокий двухметровый баскетболист, то хрущевки это точно не для вашей внутренней обезьянки. Высоким людям прямо физически необходимы потолки под 3 метра и выше. Именно поэтому у детей нету этого давящего чувства, они еще невысокого роста и немного иначе ощущают себя в пространстве. Потолки выше 3,5 метров, наоборот, могут создавать проблемы. Я уже не говорю про отопление, высокие помещения всегда сложнее нагреть, но чрезмерно высокие потолки создают чувство открытости и при этом некоторой незащищенности. Они отлично подходят для мест, где требуется собраться большому количеству людей, чтобы, например, отдохнуть, пообщаться, поработать или покреативить. Но лечь спать наша внутренняя обезьянка всегда будет стремиться в соразмерное себе пространство. Поменьше, поуютнее и побезопаснее. Именно поэтому дети так любят домики. Именно поэтому взрослые вешают балдахины над своей кроватью и зачастую довольствуются небольшими уютными соразмерными себе спальнями. Вообще, если вдруг кто-то еще переживает про высоту потолков в нашей стране, хочу вам сказать, что, к примеру, в США большая часть потолков высотой 2,3-2,5 метров. Я со своим 1,77 м, сменивший 11 апартаментов в США, в 10 из них чувствовала себя придавленной этим самым американским потолком. Вот здесь видите, как мало места над дверью? Стандартная дверь 2 метра, ручка устанавливается на высоте 900, это примерно середина двери визуально. И вот сверху остается 30-40 сантиметров. Да вы даже по пейзажам из фильмов можете понять, что это американские дома и как низко у них находятся потолки. И видите, окна практически под крышей. Даже в одноэтажных домах потолки очень низкие. Обратите на это внимание в фильмах. В общем, низкие потолки не всегда будут низкими именно для вас и не всегда будут причинять зло, иногда с ними даже лучше, если вы прекрасный метр с великолепной кепкой, то даже в 2,5 метрах вам будет комфортно. Надеюсь, что с ростом и с субъективным восприятием мы разобрались, теперь переходим к пропорциям помещения и как с ними работают дизайнеры. Но прежде чем мы подойдем к сверхсекретному дизайнерскому оружию по увеличению высоты потолков и возьмем его в руки, вы должны знать, где с точки зрения пропорций надо увеличивать потолки, а где не стоит. Правило элементарное. Если ваша комната, например, санузел, похож на лифт и имеет ширину и длину стен меньше, чем ее высоту, то вытягивать это помещение дальше наверх запрещено всемирным интерьерным законодательством. Такое помещение всегда лучше резать поперек и использовать приемы, которые занижают высоту потолка, приближая пропорции комнаты к кубику. А вот если ширина и длина комнаты больше, чем высота стен, тогда использовать дизайнерские спецэффекты по увеличению высоты потолка можно. Такими хитростями мы приближаем пространство к фигуре, которая максимально комфортно воспринимается человеком, которая очень похожа на куб, поэтому, не вдаваясь в подробности, давайте просто назовем его куб. Теперь про инструменты визуального увеличения высоты потолка. Самый главный миф по этой теме, в который активно заворачивают население производители потолков, это то, что глянцевые натяжные потолки увеличивают высоту потолка.
На самом деле глянцевый ПВХ-потолок не добавит комнаты высоты. Это байки от производителей и продажников, которые услышали где-то какой-то звон, но не поняли, где он. Кое-что высосали из пальца, присыпали домыслами и теперь успешно навешивают сей голливудский спецэффект вместе со своими потолками. На деле это не работает, и вот почему. Мы определяем высоту потолка по тому месту, где потолок соединяется со стеной. И бороться нам нужно именно с этим углом и поднимать его выше. А если мы видим угол соединения, то способность потолка отражать нас не обманет. Зато отнимает ощущение безопасности, уюта, дезориентирует и искажает пространство. Во всех натяжных потолках этот угол соединения очень заметен, и поэтому обещанный голливудский спецэффект не работает. Теперь, когда мы знаем нашего врага, это линия соединения потолка и стены, мы можем осмыслить приемы. Первый прием. Красим потолок светлым, а стены и галтель более темным цветом. Так мы будто наезжаем стенами на потолок, и линия соединения стены и потолка визуально поднимается, создавая эффект купола. На одном моем объекте с высотой потолков 2,6 метров мы именно так и сделали. Большинство же чаще всего делает наоборот, красит потолок и галтель в светлый, а стены оставляет темными, тем самым только занижая потолок. Поэтому логика взять картинку из интернета и просто ее скопировать не работает. Нужно осознанно подходить к созданию интерьера, учитывая его особенности, и любую покраску делать осмысленно. Второй прием. Можно покрасить стены и потолок в одинаковый, лучше белый цвет, а угол сглаживаем галтелей. Так мы теряем эту линию соединения. Если галтель будет преимущественно потолочный, а не стеновой, эффект усилится. Третий шаг. Вместо массивных люстр и встраиваемых спотов мы можем установить накладные светильники. К примеру, на этом объекте установлены светильники с накладным и поворотным механизмом. Еще мы можем установить настенные напольные торшеры и настольные лампы, которые светят наверх. Так вы убиваете сразу двух зайцев. Вы получаете мягкий, рассеянный и приятный для глаз отраженный свет от потолка и визуально поднимаете потолок выше. Следующий шаг в войне за высоту потолка – это видоизменить пропорции комнаты с помощью вертикали. И здесь в ход идет все. Прямые шторы от пола до потолка без подхватов и ламбрикенов, обои с вертикальными линиями, но не такие, а вот такие. Встроенная мебель до потолка, двери до потолка или с фрамугой, которая оптически удлиняет вертикали, вертикальные настенные панели, в общем, принцип вы поняли. И тут смотрите, какой фокус. Пока стены, окна и двери вытягивают комнату наверх, мебель, расположенная около земли, должна наоборот тянуться вниз. Низкое изголовье кровати, низкие тумбочки, низкие диванчики с низкой спинкой. Вот, кстати, только не надо мне писать, что они неудобные. В таких надо сидеть полулежа, расхлябанно, как будто вы римский император, поедающий виноград из рук прекрасной девушки. Такие, наоборот, гораздо удобнее. Например, таких, на которых предполагается сидеть, как в электричке на работу. В любом случае, вопрос удобства – это очень индивидуальный вопрос. Для кухни с низким потолком лучше выбирать светлый кухонный гарнитур, но можно заказать нижние шкафчики с фасадами яркого или темного цвета, а верхние пусть имеют светлые глянцевые фасады. И посмотрите на этот очень хороший пример. С помощью него вы визуально можете опустить нижние шкафчики еще ниже, а потолок поднять еще выше. И посмотрите, как смотрится высокое изголовье кровати в помещении с низким потолком. Это, кстати, американский интерьер. Чувствуете эту диспропорцию? Ну что, какие у вас остались вопросы по теме подъема потолков? Пишите в комментариях, ставьте лайк, если вам стало все понятно, и подписывайтесь на канал, если вы ничего не поняли. Всем дизайн!